Всем привет, меня зовут Сергей Невол, и вы на канале Не Ноль. Давно я задумал эту работу, но никак не мог решиться, потому что не знал, получится или нет, но сейчас вот мне удалось провести эксперимент, и я приварил кусок трубы к старому интеркулеру от Галантова R4, и я не знаю, насколько она сейчас герметична, но, по крайней мере, на вид вроде как держится. И я смогу, наверное, повторить это все с основной частью интеркулера. Вообще тему интеркулеров я уже поднимал в одном из предыдущих видео, и там было много вариантов развития событий для впускной системы для этой машины. А это Eclipse, в него поставлен мотор V6 613 Twin Turbo, и я сейчас хочу сделать ему как раз впуск под эти две турбины. Вообще, конечно, при обсуждении всех впускных систем самой популярной была эта система водяного интеркулера. И я про нее не забыл. Я ее буду делать. У нас есть еще проект Eclipse D3 с абсолютно таким же мотором 613, такими же двумя турбинами. И вот на нем будет как раз система водяного охлаждения турбин, точнее воздуха после турбин. И для того, чтобы не делать все одинаково, я решил как-то разделить эти проекты. А также для тех, кому нравится мой проект про 4 турбины, буквально следующее, наверное, видео будет о нем. И там тоже будут водяные интеркулеры, но совсем-совсем необычном использовании, как и все в этом проекте. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, скоро выйдет та самая серия про 4 турбины. Ну и пишите комментарии. Ну а что же задумал я? Я этот вариант уже рассказал в прошлый раз, но, конечно же, он тоже претерпел изменения, потому что один из подписчиков, а может и несколько, написали очень интересные замечания и предложения по этому проекту, и я их постараюсь реализовать, какие расскажу позже. Но суть его в том, я хочу взять два интеркулера от Галантова R4 Legnum и распилить их, совместить в один, почти в один, сделать две независимых впускных трассы и один общий выход на дроссель. Вот что из этого получится, смотрите впереди. Я надеюсь, что что-то получится. Уж очень надеюсь. А вся проблема... Бедный телефончик. А вся проблема с этими интеркулерами в том, что, во-первых, они бэушные. То есть они работали, в них есть масло. Во-вторых, они с завода покрашены. И в-третьих, они сделаны из очень-очень тонкого алюминия. То есть это практически фольга. Здесь я думаю, что даже полумиллиметра толщиной нет. Это все три самые ужасные для сварщика параметры, при которых сварить практически нереально. Плюс ко всему этому места не так уж и много, и как это все развернется и выйдет, я тоже совсем не представляю. Но первое, что вот у меня уже есть в тот раз разрезанный интеркулер, я думаю, что он станет первым из этих двух в связке. Во-первых, мне придется сделать вход с одной стороны и сверху, выход с другой стороны и снизу. Все дело в том, что в таком расположении будет самая эффективная продувка этого и охлаждение этого интеркулера. То есть поток будет проходить не сразу через ближние соты, а как можно более дольше распределиться по всему этому радиатору и выйдет выход. Почему я захотел взять именно такой интеркулер? Да, в принципе, мы в предыдущий раз все это обсудили, поэтому повторяться я не буду. Кому интересна эта серия про интеркулеры, зайдите в описании, есть ссылка на него. Там много комментариев, несколько тысяч очень умных комментариев, поэтому почитайте, кому интересно. Точнее, будет, наверное, многим интересно. А я же начну пилить, наверное, строгать и варить. Ну и пилить их просто абы как тоже не получается. Проблема в том, что я ограничен тут другими параметрами. У меня есть бампер, который будет стоять на этой машине. У него есть определенный забрало, в котором как раз будет заборник воздуха и потом проход дальше на радиаторы. То есть в этих габаритах мне надо уместить эти два интеркулера
Притом, по возможности так, чтобы поток проходящий направить дальше в радиатор, потому что у нас еще остается кондей. То есть радиатор кондея, радиатор охлаждения жидкости и интеркулер. Вот этот весь сэндвич должен продуваться. Но помимо этого бампера, кому бы он нравился или не нравился, кстати, бампер останется такой. Единственное, что дизайн бампера останется тот же, но вот сам бампер будет изменен. И о нем, я думаю, впереди будет чуть ли не отдельная серия. Потому что новый бампер в таком же виде, он прям невесомый. И как такое сделали, я расскажу. Следующая беда в этом всем том, что мне надо эти два интеркулера поставить, соответственно, под бампер. По возможности создать какой-то усилитель переднего бампера, потому что при всем том, что кузов вроде как весь сваренный и цельный, если из него убирать какой-то силовой элемент, типа того же усилителя бампера, да, то кузов начинает играть. То есть каждая вот эта распорка между двумя лонжеронами, где бы она ни стояла, она придает очень сильно жесткости кузову. Поэтому, скорее всего, придется ее сюда каким-то образом сделать. Хотя не факт, потому что разместить интеркулер, вот, наверное, как-то вот так, входом сверху, выходом снизу, и еще попасть в бампер при этом будет достаточно сложно, притом еще по толщине уместиться, остаться в бампере. И самое замороченное во всем этом деле, как мне кажется, это будет вывести два сведенных между собой выхода из этих интеркулеров на дроссель. Где пойдет этот пайп, я сейчас вообще не представляю. Я, конечно, понимаю, что потом вы будете смотреть это видео, при всем том, что если я сварю это, конечно, если я не сварю, то и видео, наверное, не будет. Ну, соответственно, значит, оно вышло, потому что я сварил. Ну, так вот, как эти все пайпы пройдут, какого они будут диаметра, вообще сейчас не представляю. Но буду все по мере продвижения фиксировать. Так что, если вам интересно, ну, не забывайте комментировать. И вот теперь, когда все ясно и понятно, можно было бы пилить себе кулеры и сваривать. В той схеме, которую предложили мне, в отличие от моей, было одним важным, самым мне понравившимся замечанием, это то, что мы можем свести оба интеркулера выходами в один пайп. То есть сделать такой Y-пайп, соединить два интеркулера и им уже уйти в дроссель. Мне эта идея очень понравилась. Я всячески думал, что у меня ее получится реализовать, но не тут-то было. А все дело в том, что ни одной трубой между этих двух интеркулеров я не смогу развернуться. То есть мне тупо не хватит ни одного поворота, либо там, даже если я возьму 50-ю трубу, да, то есть той, которой у меня будет вход, например, в интеркулер, он не успеет развернуться на этом промежутке на 90 градусов без затыка. И я не смогу его приварить, настолько он близко будет, настолько эта труба будет близко стоит к интеркулеру, я просто здесь не пролезу. И вот сейчас, да, если этот выход сделать сверху, то трубу потом надо будет выводить где-то здесь. Если снизу, то где-то здесь. В общем, и так, и сяк. В моем понимании не получается эта конфигурация. Все было бы идеально. Оба интеркулера бы работали бы входом с одной стороны и выходом с противоположной, но нет. И мне кажется, что придется действовать по тому плану, который я озвучил в прошлом видео, а именно совмещать два интеркулера посередине нижним танком, то есть сделать между ними перемычку вот такую, и уже также входами с разных сторон заходить и выходить
через тот же интеркулер, в котором был один вход с той же стороны. Да, это понизит эффективность одного из интеркулеров. То есть у него будет меньшая площадь, которая будет обдуваться. Но в целом, и мне кажется, что производительность такого сдвоенного интеркулера все-таки будет выше, чем вот такого оригинального или какого-то тюнячего интеркулера, пусть с одинаковыми входами или нет. Каждая турбина зайдет в свой интеркулер, независимый. Поток перемешается внутри практически одного интеркулера и выйдет в один выход. Единственная проблема это будет техническая, опять-таки, в реализации. То есть надо будет сделать танк выходной, выходом на диаметр дросселя, то есть, наверное, там где-то 70 миллиметров сечением, с плавным, с расширением к этому выходу. То есть так, чтобы поток с двух интеркулеров собрался плавно в один выход. Как я это буду делать, я не представляю, но надо попробовать. Как же иметь дело с этим бэушным хламом. Из 3 кульков, которые я купил, самый дорогой, типа самый нормальный, был с небольшим дефектом, какой-то типа маленьким отверстием в одной из сот радиатора, который вроде как легко и просто заварить. По факту это отверстие оказалось внутри там, и заварить его нереально. Ну, в общем, блин, все, это хлам, который нафиг больше не нужен. Остается у меня 2 интеркулера, которые обошлись мне подешевле, чем тот, но в целом вроде как таких дефектов не имеет. Один вот имеет тоже какой-то скол на крае, но надеюсь, что я его просто отрежу, и он не будет мешать. А второй, который я уже резал до этого, но в нем есть вот такой вот нюанс. Он замят в одном из резервуаров, но я туда, наверное, попробую приварить впускную трубу. Это не сильно повредит конструкции. Я надеюсь, что он нигде не сифонит. В общем, вот так вот иметь дело с бэушкой. Я не знаю, нахрена мне это все надо. Почему не взять нормальный новый интеркулер? Ну вот, хочется заморачиваться. Как вы относитесь к этому бэушному хламу? Пишите. Я частенько прошу написать комментарий, и это все неспроста, да, реально многие мысли, которые у вас возникают во время просмотра, они не возникают у меня во время вот этого всего производства. Поэтому я потом читаю и, соответственно, как бы модифицирую свои действия, исходя уже из этих комментариев. Поэтому пишите, конечно же, комментарии, я всегда рад. Также не забывайте, что у меня есть отдельный канал, называется NeoFAQ, на котором я оставляю видеоответы на ваши комментарии. Выбираю какой-то либо понравившийся мне комментарий, либо тот комментарий, который наберет больше всего лайков. Так что ставьте лайки под видео, под комментариями. Ну, а я же продолжу.
Я проклял все, пока сварил эти интеркулеры. Как я и говорил до этого, это какая-то жесть для сварки. Старый промасленный интеркулер. Ладно, один чуть получше, один чуть похуже. Внутри какой-то вековой этот нагар, который вроде и отмывал, но, конечно, полностью отмыть не смог. Так что ни о каком супер красивом шве тут речи, конечно, не шло. Главное, как-то заварить. Я не знаю, прессовка еще покажет. Придется, наверное, еще кучу дыр здесь латать. Но, по крайней мере, уже что-то вышло, и оно есть. Что делать мне с этим дальше? Теперь мне их придется все-таки совместить в один. Я сделал 2 входа 50-миллиметровых в каждый интеркулер. В одном заглушил выход. Вот их совместный пайп, который общий теперь. Здесь часть старого крепежа послужит небольшим креплением между собой. Посередине здесь идет все равно планка, поэтому я оставил себе место. Это мне позволит их сварить между собой и сделать здесь крепеж для крепления к кузову. Ну и самое главное, выход. Выход я сделал 63 миллиметра. Это побольше, чем у стока. Это уже общий выход с 2, получается, интеркулеров. Ну, как это будет работать, посмотрим. Если будет затычный вариант, тогда уже буду его преобразовывать в что-то другое. Или уже брошу все это затею и возьму нормальный тюнячий интеркулер и сделаю, как я его хочу, в 2 ряда с различными входами и выходами с разных сторон. В общем, посмотрим, что будет дальше. Пока этот вариант заработает или нет, все увидят в моих видосах. Сейчас буду делать крепления, сваривать их между собой, ну и ставить уже это все дело на машину. Ну, как-то интеркулер получился, конечно, такой не маленький. Но он очень легкий, то есть вот буквально там на 2 пальцах его можно держать, он просто наилегчайший. Такой тюнячий интеркулер бы весил раз в 15 да больше, чем этот. В общем, осталось его повесить на машину и уже, исходя из этого, монстрячить впуск. Да, конечно, на это надо посмотреть с более дальнего расстояния. Но, по крайней мере, сейчас на первый взгляд вот так вот выглядит монстряче. Он четко встал в бампер, вот прям все соты ровно занимают, все забрал этого огромного бампера. Так что в целом моя затея мне нравится. Не знаю, как это все будет работать, но выглядит уже монстряче. Ну, а вы что скажете? Как вам такой видон? Мне кажется, что надо оставить, даже если работать не будет. Просто тупо красиво. Напишите в комментариях, оставляем или, если будет не работать, удалим. Ну что ж, интеркулер на месте. Конечно, для него еще надо сделать крепление. А дальше надо делать впуск. Надо соединять этот интеркулер с 2 турбинами. И тут будет не совсем обычный впуск. В принципе, даже так же, как и оригинальный. Оригинальный впуск сделан из металлической трубы. Обычно впуски делают из алюминия. Ну так, он типа полегче. Я буду его сейчас делать из нержавейки. Если у кого-то есть идея, как соединить, свести 2 этих интеркулера посередине и вывести туда без потери, без затыка в потоке, напишите в комментариях, потому что у меня эти идеи пропали. То есть без дикого разрезания интеркулера я не могу представить, как сюда можно запихнуть какой-то разумный поворот и куда он потом уйдет. Ну а в текущей конфигурации, когда один интеркулер вроде как становится менее эффективным, потому что у него выход на той же стороне, можно, в принципе, все это компенсировать вот таким направляющим для входного потока, если его вставить
в этот интеркулер, распределить поток на 2, и часть потока уйдет в первую часть, вторая часть потока уйдет во вторую часть потока и полностью распределится по всему интеркулеру практически равномерно, так что затыка не будет. Все решаемо. Так что подписывайтесь на канал, впереди много интересной и, надеюсь, что полезной информации. Ну, учитывая, что с монетизацией сейчас на YouTube туго, а у меня на канале есть несколько различных тематик, целые сериалы на эту тему, ну, например, как про 4 турбины, как Save the Eclipse, про Тибурон, про сварку, про инструмент. Ну, в общем, различные темы. Кстати, по ним разбиты плейлисты, кто не в курсе. В общем, начиная с этого видео, я буду делать такую разбивку. В каждой тематике видео, набравшее определенное количество просмотров или лайков, будет выходить вне очереди, если, конечно, наберет это количество. Соответственно, для темы Save the Eclipse это, допустим, будет пусть сейчас для непопулярного контента пусть будет 1000 лайков. Если она набирает, то я бросаю все свои видосы, все свои дела и выпускаю следом серию про Save the Eclipse. Ну и также будет по всем остальным моим сериям, но у них планки будут, соответственно, свои. Так что, если вы можете поддержать мой канал материально, это будет отлично. Под видео есть несколько вариантов это сделать. Ну а если можете поддержать виртуально, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, репостите мои видосы среди друзей и знакомых. Ну, надо как-то набирать аудиторию, что мы с вами сидим практически в одиночестве. В общем, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока.